Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! В этом видео я поделюсь с вами схемой вязания верха сапог. Эти сапожки простые, а выглядят очень классно. Черный – это классика, и модель у меня была задумана как простая и лаконичная. Эти сапожки на размер 36,5-37 и на узкую ножку. Эти сапожки я продаю. Низ вяжу как красные. Подробное видео есть на моем канале на YouTube. Прямая ссылка в описании к этому видео имеется. В пряже для вязания этих сапог я использую бахар. Это 100% хлопок. 100 грамм 260 метров. Крючок использую номер 2. И расход на эти сапожки у меня меньше 2 мотков, полтора можно сказать. Конечно, идею вы можете брать за основу и вязать сапоги этим узором любой высоты. И также можете украшать на свой вкус и цвет. Выполнив вязание крючком сапог от подошвы до вязания резинки, здесь я останавливаться на процессе вязания не буду. Сам принцип вязания смотрите на примере вязания красных сапог на моем канале. Здесь же я сейчас вам медленно покажу. Вы можете поставить на паузу и посчитать и посмотреть ряды. Вот она, строчка. Что я отмечу на вязание этих сапог, это то, что я на носок пришила ткань внутрь и на пятку сделала уплотнители. Сделала бумажную выкройку, вставила, посмотрела, померила. Затем из плотного трикотажа вырезала эти части. Это на пятку у меня выкройка. И примерно таким же образом я делала на сам носок. То есть бумагу прикладывала, вырезала, подрезала, потом внутрь подкладывала, лишнее убирала. И после чего по этой выкройке вырезала из ткани. Это для пятки у меня. Вот так это выглядит. И смотрите, что здесь швов не видно. И также носок. Шов здесь тоже не видно. Также, что я здесь еще отмечу, это вязание уже по кругу. После того, как выполнив пяточку, я провязала один ряд столбиками без накида, второй ряд вязала и ввязала резинку здесь и здесь. Это во втором ряду. Затем для вязания данного узора следует, чтобы было четное количество петель плюс 1. У меня здесь и здесь было по 78. Я убавила и сделала, чтобы было по 77 для вязания данного узора. И затем четвертым рядом на обоих сапог я довязала до этих мест. Начало ряда я начинаю с внутренней стороны обоих сапог и примерно на одном расстоянии. Так как здесь раппорт узора маленький, на 2 петлях выполняется, поэтому здесь не обязательно просчитывать от центра. Схема узора выглядит так. Количество петель кратное 2 плюс 1 петля. И смотрите, первый ряд узора здесь выглядит столбиками без накида. Я его провязывать не буду, потому что у меня уже здесь провязаны ряды столбиками без накида. Поэтому
вязание я буду начинать со второго ряда по схеме. Начало вязания узора – внутренняя сторона ботинка. Для начала вязания узора по схеме, для вязания первого элемента нам потребуется 1, 2, 3 столбика без накида предыдущего ряда. А для вязания следующих элементов нам нужно будет по 2 столбика без накида предыдущего ряда. Итак, начнем. В первый столбик без накида предыдущего ряда ввожу крючок, захватываю нить и протягиваю. Теперь вяжем сам узор, сам элемент. Для этого делаю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. На крючке 1 петля. И сам элемент провязывается таким же образом, как шишечки провязываются. Делаю накид и 5 раз вытягиваю протяжку. Первую протяжку я вытягиваю из второй воздушной петли. И считаю протяжки. 1. Вторую протяжку вытягиваю из первой воздушной петли. Считаю. 2. Третью протяжку вытягиваю из первого столбика без накида предыдущего ряда, из которого мы выполняли цепочку. 3 и еще 4, следующий 5. На крючке, смотрите, получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель. И теперь через эти 7 петель вытягиваем рабочую нить. Вот как получается, как шишечку мы провязываем. Вытянула, провязала и 1 воздушная петля. Повторим еще раз с вами. 1 петля на крючке имеется, делаю накид и также вытягиваю 5 протяжек. Первую протяжку я вытягиваю из, вот получается, этого отверстия. И считаю. Крючок ввожу, захватываю нить. 1 протяжка. Вторую протяжку вытягиваю, вводя крючок за эти протяжки. 2. Третью протяжку вытягиваю из столбика без накида предыдущего ряда, за который мы уже вытягивали протяжку. 3. И из 2 следующих столбиков без накида. 4, 5. И опять можем себя проверить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель на крючке. Захватываю рабочую нить, протягиваю, вытянула, провязала, воздушная петля. И еще раз вместе с вами провяжу этот элемент. 1 есть, накид. Вытягиваю. Раз. За протяжки эти 2. За столбики без накида предыдущего ряда 3, 4 и следующий 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Протягиваю рабочую нить, провязываю ее, 1 воздушная петля. Итак, провязываю эти элементы по кругу. Вязание первого ряда я выполнила. При этом последний элемент я провязала, а воздушную петлю не делаю. И теперь соединяем первый ряд. Для этого что делаем? Считаем воздушные петли подъема первого ряда. 1, 2, 3. В третью ввожу крючок, захватываю нить и вытягиваю нить. Ряд соединила.
вязание второго ряда. Над первым элементом предыдущего ряда следует провязать 3 столбика без накида, а затем вязать по 2 столбика без накида над каждым элементом. Итак, для начала второго ряда воздушная петля подъема. Здесь же за эту вторую воздушную петлю, только не сразу здесь, а ее полностью захватываю, столбик без накида, раз, провязываю. Теперь смотрите, над этим элементом, вот он сам провяз, здесь еще есть воздушная петля. За эту воздушную петлю вытягиваю нить, провязываю столбик без накида 2. И затем крючок ввожу в этот провяз, вытягиваю 3. А теперь повторяем. Смотрите, вот каждый элемент следующий. Провяз, идет воздушная петля, крючок ввожу, подхватываю нить, раз, столбик без накида, и в провяз. Также провязываем столбик без накида 2. И теперь повторяем. Еще раз вместе с вами за воздушную петлю захватываю нить, провязываю здесь столбик без накида раз, и за сам провяз, его очень хорошо здесь видно, 2. И провязываем второй ряд по кругу до конца над воздушной петлей. Раз. И здесь 2. Если вязать согласно схеме, то получается узор идет под углом. Смотрите, вот он, наклон. Мне этот вариант не нравится. На втором сапоге я начала вязать несколько по-другому. И так мне узор больше нравится, он идет друг над другом. Четко и ровно. И вам я предлагаю вязать тоже таким способом. В завершении вязания второго ряда ряд следует соединить. И обратите внимание на начало второго ряда. Столбики без накида раз. В завершении вязания второго ряда этот ряд нужно соединить. И смотрите на начало второго ряда. Первый элемент и столбики без накида. За провяз здесь раз, 2, 3. Сюда ввожу крючок, захватываю нить, протягиваю. Второй ряд я соединила. Начало вязания третьего ряда я буду делать не сразу здесь, а перехожу на этот столбик без накида предыдущего ряда. Захватываю нить, протягиваю. И смотрите, следующий свободный столбик без накида второго ряда провязан над этим элементом. И теперь вяжем третий ряд. 3 воздушные петли подъема. Раз, 2, 3. 1 петля на крючке. Накид. Крючок ввожу во вторую петлю. И теперь вытягиваю протяжки. Раз. Вторую протяжку вытягиваю из первой воздушной петли. 2. Третья протяжка. 3. Четвертую протяжку вытягиваем из столбика без накида предыдущего ряда, который провязывается над этим элементом. 4. 5. И опять можете себя проверить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 нитей на крючке, провязываем их. Аккуратно вытягиваем нить,
провязываем, воздушная петля, накид и считаем элемент заново. Так же, как и в первом ряду, выполняем протяжка 1. Вторую протяжку вытягиваем из этих протяжек. Крючок ввожу, прокалываю, захватываю нить, вытягиваю. 2. Третью протяжку здесь. И четвертая протяжка из столбика без накида предыдущего ряда, который провязан над этим элементом. 4. Здесь 5. Еще раз можете себя проверить. Здесь 7 петель и провязываем их. Рабочую нить протягиваю, провязываю, воздушная петля. И так выполняем вязание по кругу третьего ряда до конца, а затем повторяем второй и первые ряды по очереди. На что обращаю ваше внимание: вяжите 2 параллельно. То есть здесь 2-4 ряда провязали, здесь 2-4 ряда провязали и так далее. После того, как я провязала желаемую длину, у меня здесь получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 раз узор в высоту. И затем я выполняю завершение вязания сапога таким образом. То есть после ряда с узором я провязываю 2 ряда столбиками без накида. Ряд с узором, 1 ряд столбиками без накида и, смотрите, воздушная петля, и провязываю в каждый столбик без накида предыдущего ряда столбики без накида. Выполняю вязание 2 рядов. После вязания 2 рядов столбиками без накида ряд соединяю и 1 ряд вяжу полустолбиками с накида и чередую с 1 воздушной петлей. Этот ряд у меня для вязания отверстий под шнурок. Делаю 2 воздушные петли подъема, затем 1 воздушную петлю, накид, пропускаю 1 столбик без накида, в следующий ввожу крючок, захватываю нить, вытягиваю и, смотрите, 1, 2, 3, рабочую нить протягиваю, полустолбик с накидом, воздушная петля, делаю накид, 1 столбик без накида предыдущего ряда пропускаю, в следующий ввожу крючок, столбик провязала, воздушная петля, накид, столбик пропускаю, в следующий ввожу крючок, нить вытягиваю, полустолбик с накидом провязала, воздушная петля, накид, пропускаю, крючок ввожу, провязываю, воздушная петля. И так провязываю весь ряд. И этот ряд будет отверстие для шнурка. Связав этот ряд, соединяю его, крючок ввожу, нить захватываю, протягиваю. И дальше я провязываю несколько рядов столбиками без накида. Воздушная петля. Здесь же еще провязываю столбик без накида, а затем, смотрите, над воздушной петлей столбик без накида, над столбиком крючок ввожу, захватываю нить, столбик без накида, над воздушной петлей столбик без накида, над столбиком столбик без накида. И так провязываю еще несколько рядов. Край сапога я обрабатываю рачьим шагом. Прямая ссылка на это видео в описаниях под этим видео, смотрите. В завершении вязания сапог я провязала цепочку из воздушных петель, сделала такой шнурок. И вот таким образом можно будет сапожки чуть подтягивать. Ставьте класс к этому видео, подписывайтесь на мой канал на YouTube, пишите комментарии к этому видео. Вяжите с удовольствием и, конечно же, до новых встреч!